Привет, друзья! Тысячелетиями человечество жило в пещерах и землянках. Развитие цивилизации позволило людям улучшить свои жилищные условия и перебраться в современные комфортабельные квартиры. Тем не менее, как бы безумно это ни звучало, но некоторые люди сознательно выбирают жизнь под землей. И сегодня мы о них расскажем. В южной части Австралии, посреди пустыни Виктория, расположен шахтерский городок Кубер-Педи, что в переводе с языка аборигенов означает «нора белого человека». Одной из главных достопримечательностей города являются его подземные дома. Кубер-Педи был основан в 1915 году после открытия залежей опала 14-летним мальчиком, сыном одного из старателей. Город известен как мировая столица опалов. Именно здесь сосредоточено около 30% общемировых запасов этих драгоценных камней, больше, чем где-либо на планете. Благородный опал отличается радужной игрой цветов, причиной которой является дифракция света на пространственной решетке. И ценность его определяется не его размерами, а уникальной игрой цвета. Климатические условия Кубер-Педи очень суровы. Изнуряющая жара днем сменяется резким падением температуры в ночные часы. Вдобавок к этому часто случаются песчаные бури. Чтобы укрыться от жары, первые поселенцы шахтерского поселка стали обустраивать свои жилища в отработанных шахтах. Особенности разработки месторождения опалов требовало прокладывать неглубокие горизонтальные шахты в виде тоннелей с ответвлениями. В таких рукавах и стали селиться шахтеры с семьями. Строительство подземного дома может даже сделать его владельца богатым. К примеру, во время бурения подземного отеля были найдены камни стоимостью около $360 тысяч. Вырытые дома полностью оборудованы современными средствами комфорта, канализацией, электричеством, водопроводом. Есть даже дома с подземными бассейнами. В домах естественным образом поддерживается комфортная температура в районе 22-24 градусов. Въезд в город украшает блоуэр – машина-пылесос для отсасывания породы из шахты на поверхность. Постепенно подземный город развивался, и в нем появились подземные магазины, музей, отели, бар, 3 церкви и даже подземное кладбище. У города даже есть небольшой аэропорт местного значения. В наши дни жители города, а их около 1500 человек, живут как в подземных жилищах, так и в наземных. На краю города находится самая большая в мире животноводческая ферма и широкоизвестный забор Динго протяженностью 8500 километров. На фоне Кубер-Педи часто снимают фильмы. Например, здесь проходили съемки «Безумного Макса 3» с Мелом Гибсоном и «Черной дыры» первой части серии «Похождения Риддика». А в 2012 году неподалеку от города специалисты НАСА провели экспериментальное учение для экспедиции на Марс. Кубер-Педи входит во многие туристические маршруты по Австралии и рекомендуется к посещению туристам. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.